Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами поговорим о том, что категорически нельзя делать в церкви, нельзя делать в храме. Почему? Дело в том, что незнание не освобождает от ответственности. И вы должны понимать, что каждый человек, который приходит в храм, приходит в церковь, он приходит с какой-то целью. Многие приходят, чтобы помолиться, да, поставить свечку за здравие, подумать, поразмыслить, возможно, попросить совета у батюшки. Но есть люди, которые приходят для того, чтобы сделать черные дела. Поэтому ходить вам в церковь, ходить ли вам в храм, это дело каждого. Вы должны это чувствовать на интуитивном уровне. Конечно же, если вы чувствуете прямо, вот, что вам нужно пойти-то завтра, делайте это. Вы просто должны соблюдать определенные правила для того, чтобы не привлечь беды и проблемы в свою жизнь. Поэтому перед тем, как войти в храм, перед тем, как войти в церковь, запомните раз и навсегда. Говорите себе следующую фразу: со здоровьем пришел, со здоровьем уйду. Вот запомните, что со здоровьем пришли, со здоровьем ушли. И после этого входите в храм или в церковь. Также обращаем ваше внимание, каждый из нас приходит для чего в церковь? Для того, чтобы помолиться, да, попросить помощи у Всевышнего. И, конечно же, одним людям становится вот радостно после посещения, как хорошо. И человек даже иногда чувствует, что, Боже, неужели все мои беды, проблемы отошли на второй план? Но вы должны понимать и то, что люди здесь приходят с какими-то негативными, с деструктивными, с тяжелыми мыслями. И некоторые люди даже чувствуют после того, как они посетили церковь и храм, упадок сил. Потому что такие люди, к сожалению, они как губка, они впитывают всю энергетику, которая присутствует в церкви и в храме. Вы должны понимать и то, что хотите вы это осознавать, не хотите, но в церковь ходят и маги, ходят колдуны для того, чтобы провести или закончить свои какие-то грязные обряды. Поэтому запомните первое правило, которое вы должны знать: никогда ничего не подбирайте в церкви, ни около нее, никогда. Даже бывает так, что вы увидели, что вещь находится на полу, да, кто-то случайно обронил эту вещь, и вы думаете о том, что, наверное, я подниму эту вещь, ничего же со мной не будет, да, и переложу, например, на скамейку. Вот так делать нельзя. Вы эту вещь не теряли, вы эту вещь не оставляли, эта вещь не ваша, и эта вещь, которая находится на полу, она неспроста. Вообще все, что вы видите в храме, возле храма или возле церкви, знаете, если вы знаете, что это не ваше, ни в коем случае не пренебрегайте этим правилом. Многие думают: ой, сейчас я кому-то помогу, переложу и так далее. У кого-то что-то упало, вне зависимости, это сумка упала, кошелек упал или что-либо, не спешите ему помочь, вне зависимости, это женщина, бабушка или молодая девушка, потому что таким образом делаются определенные ритуалы, делаются такие обряды, и вы сами потеряете и достаток, благополучие и так далее. Далее, никогда не надевайте общие одежды. О чем мы с вами говорим? Вы, например, собрались в церковь, собрались в храм, да, и случайно, как вы думаете, например, забыли платок. Знаете, это неспроста. Почему? Дело в том, что высшие силы, ваш ангел-хранитель на данном этапе не желает и не хочет, чтобы вы посетили в данный момент именно это место. И это неспроста. Поэтому, если вы увидели, что вы забыли платок свой личный или шарф для того, чтобы надеть, да, или шапку, например, в таком случае не идите. То есть общие одежды бывает так, что не только платки, да, выставляются в церкви, в храме на общее обозрение, что как бы каждый может подойти и взять. Церковь, да, она согласна, она желает, хочет, чтобы люди жили в мире и в согласии. Но вы должны понимать и то, что вы не знаете, что там за платки. Дай Бог, чтобы вы взяли платок, на который не наложено
наложена порча, не наложена никакая-то ужасная негативная программа. А если вы взяли своими руками, к чему это приведет, вы должны подумать. Также обращаем ваше внимание, что в церковных лавках, как правило, при церкви, при храмах продаются платки. Вот лучше пойдите, заплатите деньги и купите себе платок, но никогда не используйте общий платок. Обращаю на это ваше особое внимание. Далее поговорим немножечко о свечах. Запомните, зажигайте свою свечку и ставьте ее в гнездо сами. Даже если ни с того ни с сего какая-то бабушка, божий одуванчик захотела вам ни с того ни с сего помочь, поблагодарите и сделайте это самостоятельно. Может даже такая бабушка сказать, что она в церкви здесь занимается благотворительностью, и она чуть ли не бесплатно помогает церкви, там помогает, моет полы и так далее. Помните о том, что вы взяли свечу, вы ее купили, вы ее принесли, и вы ее должны вставить в гнездо. Помните о том, что ваша свеча должна быть в отдельном гнезде и никак по-другому. Также обязательно дождитесь, чтобы свеча догорела хотя бы на 2/3 части. Это недолго. В это время вы можете помолиться, вы можете поблагодарить Бога, высшие силы, ангела-хранителя за те мыслимые и немыслимые блага, что есть в вашей жизни. Если у вас какая-то беда или у вас какие-то неприятности, то в этот момент мысленно поговорите сами с собой. И здесь очень важно прислушаться к себе, к своему внутреннему голосу, прочувствовать. И вы знаете, наши высшие силы, которые наше тело оберегают, охраняют, они всегда рядом с вами, они ждут только от вас команды. Но если вы молчите, то как они могут помочь? Они не имеют права по законам высших сил, они не имеют права к вам мешать что-либо, потому что у каждого свои жизненные определенные уроки. Представьте себе, ангел-хранитель видит, что вы неправильно что-то делаете и будет вам помогать, да, но так как, вы знаете, как недаром говорят о том, что знания люди получают 2 путями: деньгами или кровью, и лучше получать это деньгами. И вот ангел-хранитель на это смотрит, как вы понимаете, как вы осознаете, что вы делаете в своей жизни, и только когда он видит, что вы не то что пошли не по правильному пути, это приведет вас в тупик и еще каким-то другим ужасным последствиям, тогда ангел-хранитель уже вступает, как говорится, в бой и помогают вам. Но опять же, многие люди этого не видят, они не слышат и не хотят даже видеть знаки и подсказки. Знаете, как у лошади шора, вот так и у людей. К сожалению, открывайте, пожалуйста, глаза. Также никогда никому не давайте зажигать свечу от вашего. И сами так не делайте. Не стоит менять свою судьбу. И не стоит помнить о том, что ваша судьба, она самая лучшая для вас. Вы ее выбрали, и вы по ней идете. А когда вас кто-то пытается изменить, никто не знает, как и что пройдет. Также на что еще обращаем ваше внимание. Очень часто, особенно в праздники, вы можете увидеть следующую картину, что кто-то обошел вас вокруг или, как вариант, ни с того ни с сего внезапно дотронулся до вас или толкнул. Здесь не стоит паниковать, да, это неприятно, это не есть хорошо, но что вы можете в этом случае сделать? Вам нужно дотронуться до этого человека и в ответ сказать про себя следующую фразу: «Твое дело в твое тело». Это очень важно. Кроме того, возможно, вы замечали, а возможно и нет, но все же обратите внимание на следующий момент. Когда вы заходите в церковь, заходите в храм, то попрошайки, если вы обращали внимание, они что? Они сидят спокойно, да, и такое впечатление, что они просто здесь сидят, знаете, как отдыхают, они вам ничего не скажут и так далее. Но как только вы выходите из храма, из церкви, они что делают? Они активизируются и знаете, они даже пытаются вам сказать, например, такие фразы, да: мужа тебе богатого, здоровья тебе побольше, удачи тебе и так далее, и так далее. Игнорируйте это. Ни в коем случае вы вышли из храма, не давайте ни денег, ничего, потому что когда вам говорят, что, например, здоровья тебе побольше, а вы еще даете монеты, вы таким образом, вместо того, чтобы нести свое здоровье себе, вы еще его
раздаете. Этого не стоит делать. И вообще, кстати, когда даже цыганки, вот если вы замечали, Вера, немножко тему не по теме, но все же, возможно, вы видели иногда цыганки, гадалки какие-то там на общественных каких-то местах находятся, начинают говорить: ой, мужа тебе этого, ой, тебе то, ой, а тебе все. Не обращайте на это и игнорируйте, пожалуйста, потому что таким образом у вас забирают вашу удачу, ваше благополучие. То есть, если вы начинаете восстанавливать, начинаете разговаривать, давать деньги и так далее, в таком случае вы должны понимать, что вы активизируете определенные программы вашей жизни, поэтому не стоит это никогда делать. Также никогда обращайте внимание на следующие слова, на следующие моменты. Бывает так, что вы купили свечку, и в этот момент вам не стоит ни у кого спрашивать, куда вам ее ставить. Обратитесь здесь к своему сердцу, и вы поймете, где ее именно нужно зажечь. Бывает так, что вы хотите поставить свечку у какой-то иконы, но вы не знаете, то есть вы сомневаетесь. Ну, например, вы в первый раз в храме, в церкви, да, и есть все-таки где молятся за усопших. Тогда в таком случае подойдите к священнику. Не кому-либо, не тем людям, которые там убирают, ходят, смотрят, а именно к батюшке. Если в церкви есть матушка, подойдите к матушке. Вот эти два человека, которые вам всегда помогут, подскажут и даже направят на путь истины. Все зависит, конечно же, от вашего, ихнего, знаете, вот понимания ситуации. Просто подойдите и что-то спросите, батюшка вам всегда подскажет. Да, они тоже люди, у них могут настроение тоже меняться по разным причинам, но в любом случае вот это два, матушка и батюшка, да, это вот те люди, это в деревнях, как правило, они всегда вам подскажут, они всегда вам помогут. Далее. Никогда не спрашивайте время в церкви и следите за тем, чтобы у вас никто не спрашивал о времени. Потому что почему, когда вот спрашивают касательно времени, во-первых, давайте начнем с того, что сейчас у каждого есть мобильный телефон. Вне зависимости, это человек пожилой или человек совсем чуть ли не ребенок. У каждого есть мобильные телефоны, есть смарт-часы сейчас, еще всевозможные наушники, чуть ли не которые сами все говорят и так далее, и так далее. Поэтому просто улыбнитесь и идите дальше. Не стоит разговаривать в церкви о времени. Кроме того, таким образом, вас пытаются забрать вашу жизненную энергию. Помните об этом. Кроме того, вы должны и понимать о том, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах в церкви не стоит брать ни от кого подарки. Да, одно дело, когда есть праздник Святого Николая, да, зимнего Николая Чудотворца, есть понятие Рождество, когда церковь сама устраивает этот праздник. В таком случае, да, но опять же, смотрите, чтобы это было именно от церкви шло, а не от посторонних людей, о которых даже батюшка не знает о том, что происходит, потому что это все согласовывается. Кроме того, следующий момент: никогда не берите ничего с чужих рук. Вне зависимости, это вашему ребенку дают конфетку в церкви или дают какой-то подарочек, например, вам или еще кому-либо, могут просто кому-то как бы раздавать что-либо. Ни в коем случае не принимайте, потому что вы можете таким образом принять на себя определенную деструктивную программу, которая начнет действовать в вашей жизни. Помните, если вы это никому не давали, то и в церкви не стоит это принимать, даже как подарок. Запомните. На что еще вам стоит обратить внимание? В церквях, как правило, есть бабушки, да, так называемые божьи одуванчики, которые там прислуживают, да, они моют полы, чистят и так далее, и так далее. Пожалуйста, будьте с ними тоже осторожны. Они могут вам рассказывать сказки какие угодно, но у них, возможно, есть какие-то свои определенные цели,
которые они пришли решить. Поэтому, знаете, батюшка не может проверить, зачем они пришли, что они будут делать, потому что это, как правило, люди приходят, да, и говорят, я хочу помогать церкви, у меня там тут какая-то беда и так далее. И если действительно рук не хватает, то такие люди помогают, но вы в реальности не знаете, что у них в голове. Далее, когда вы идете в церковь, особенно на какие-то большие церковные праздники, возьмите просто, повесьте на себя булавочку, и вас никто не тронет, потому что булавка, как вы знаете, имеет очень огромную силу. Кроме того, пришли из церкви, пришли из храма, возьмите, посмотрите на эту булавку. Если она вдруг почернела, она треснула или какие-то у нее проявились трещинки, это все не спроста. Помните об этом, пожалуйста. И, конечно же, никогда ничего не поднимайте у храма, и у церкви и внутри него. Пожалуйста, помните об этом. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Девочки и мальчики, обязательно подписывайтесь, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация действительно будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.